Однажды в Северной Каролине, рядом с домом мужчины по имени Джек Мозес, появились дикие медведи. Хищники не просто пришли на его территорию, а начали вести себя очень странно, будто они намеренно здесь что-то или кого-то искали. Медведи ходили туда-сюда и пристально смотрели на дом Джека, что вызывало у него замешательство и даже испуг. Тогда мужчина внимательно присмотрелся к большому медведю и неожиданно понял, что хищники пришли сюда не просто так, они искали именно его. Эта история началась 3 года назад, когда холодным зимним утром Джек отправился на прогулку в лес вместе со своей собакой. Мужчина предполагал, что в лесу будет вполне безопасно, поскольку он практически не встречал хищников в этой местности. Однако, к своему удивлению, в 20 минутах ходьбы от дома мужчина наткнулся на молодого медведя, который в это время обычно находится в спячке. При этом хищник не выглядел грозным, скорее очень уставшим и измотанным. Скорее всего, молодой и неопытный медведь выбрал неудачное место для зимней спячки в морозную зиму и столкнулся из-за этого с серьезными трудностями. Джек понял, что без посторонней помощи животное, скорее всего, погибнет, поэтому мужчина принес из дома рыбу и фрукты, которые медведь сразу же съел. Также Джек принес несколько охапок сена, чтобы сделать для хищника теплую подстилку. Затем мужчина соорудил небольшой навес из веток, чтобы дополнительно защитить медведя от снега и ледяного ветра. После этого Джек ушел, надеясь на то, что созданное им небольшое укрытие поможет медведю пережить холодную зиму. Через несколько дней Джек осторожно приблизился к тому же месту и с удовольствием увидел, что медведь наконец-то впал в спячку в созданном им укрытии. Обрадованный мужчина отправился домой, стараясь больше не приближаться к такой необычной берлоге медведя, чтобы не потревожить его сон. Со временем Джек забыл о своем добром поступке, продолжая жить обычной жизнью и надеясь, что медведь смог пережить ту суровую зиму. 3 года спустя, находясь в своем доме, Джек услышал громкий шум снаружи и выглянул в окно. Мужчина не мог поверить своим глазам, ведь прямо на крыльце неожиданно появилась огромная медведица со своими медвежатами. Человек был шокирован и немного напуган, так как он прекрасно знал, что медведицы особенно опасны и непредсказуемы, когда они защищают своих детенышей. Но чем дольше он смотрел на медведицу, тем больше ему казалось, что он где-то ее уже видел. Внезапно Джек улыбнулся, осознав, что это была та самая медведица, которой он помог пережить зиму 3 года назад. При этом она пришла не одна, а привела своих детенышей, чтобы познакомить их с добрым человеком, который спас ей жизнь. Таким удивительным способом лесная хищница хотела выразить свою благодарность. Джек осторожно вышел на порог, стараясь не делать резких движений, чтобы не спровоцировать агрессию медведицы. Медведица и медвежата медленно подошли к мужчине, который стоял в изумлении, осознавая, что его добрый поступок не был забыт. Джек угостил лесных хищников фруктами и ягодами и даже немного поиграл с ними, после чего животные вернулись в лес. Однако на этом удивительная история о спасении медведицы и ее необычной благодарности не закончилась. С этого дня медведица, которую Джек назвал Симона, стала часто приходить к его дому вместе со своими медвежатами, нисколько не боясь человека и, похоже, начав доверять ему. Мужчина и его необычные гости проводили много времени во дворе. Они вместе играли и исследовали территорию. Джек начал регулярно оставлять для хищников еду и воду, и даже снимал их визиты на камеру, чтобы зафиксировать эти трогательные моменты. Медвежата быстро росли и становились все более уверенными и самостоятельными. Они весело бегали в саду, лазали по деревьям и заборам, а иногда даже играли с Джеком. Симона вела себя спокойно и уверенно, глядя на своих детенышей и, похоже, нисколько не переживая за них, что подтверждало ее полное доверие к Джеку.
Дикие медведи обычно избегают людей и защищают своих детенышей от любых потенциальных угроз, но Симона прекрасно знала, что доброму мужчине можно доверять. Однажды Джек заметил, что медвежата начали проявлять интерес к его собаке. Сначала он боялся подпускать хищников близко к своему питомцу, но, к его удивлению, медвежата и собака быстро нашли общий язык и начали играть вместе. Это было невероятное зрелище. Медвежата катались по траве и прыгали вокруг собаки, а Симона внимательно наблюдала за этим со стороны, не проявляя абсолютно никакой агрессии. Джек не просто наблюдал за медведицей и ее детенышами, но и активно документировал их визиты, каждый раз записывая их на видеокамеру. Благодаря этим кадрам многие люди смогли увидеть уникальную дружбу между человеком и целым семейством медведей и вдохновиться ею на добрые поступки. Все восхищались необыкновенным отношением Джека и Симоны, которая, несмотря на свой дикий нрав, смогла доверить человеку самое ценное, что у нее было, своих беззащитных детенышей. Прошло уже почти 4 года с того момента, как Джек впервые помог медведице в трудный этап ее жизни. Теперь Симона и ее медвежата стали частью его жизни, постоянно приходя к нему в гости, словно старые друзья. Эти встречи приносили Джеку огромное удовольствие и радость. Он также начал рассказывать своим друзьям и знакомым о своих необычных посетителях, о которых вскоре узнала вся округа. Люди восхищались и вдохновлялись примером Джека, видя, как забота и доброта могут создать уникальную крепкую связь между человеком и диким животным. Со временем медвежата выросли и стали полностью самостоятельными, но они продолжали все так же приходить к Джеку. Симона часто оставляла их играть во дворе, пока она сама уходила в лес, чтобы добыть пропитание. Джек радовался, наблюдая, как выросли его маленькие пушистые друзья. Подросшие медвежата также воспринимали Джека как своего, ничуть его не боялись и даже звали играть в свои увлекательные игры. Джек надеется на новые визиты Симоны и ее медвежат в будущем. Он продолжает следить за семейством медведей и старается как можно чаще записывать их на видео. Его история является ярким примером того, как человек и дикие животные могут взаимодействовать и строить доверительные отношения на основе любви, доброты и понимания. Удивительно, что даже самые дикие и независимые животные могут испытывать благодарность и признательность к представителям другого вида. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.